простейший рецепт приготовления этого пудинга. Смотрите, в большой глубокой вот такой посуде смешиваем все ингредиенты. Это 2 яйца, 100 грамм сахара, 100 грамм мягкого масла, масло обязательно должно быть мягкое, 100 грамм муки, чайную ложку разрыхлителя, ванилин. Я буду готовить шоколадный пудинг, поэтому я добавляю столовую ложку какао-порошка. Осталось только миксером все это хорошенько перемешать, чтобы образовалась однородная масса. Всего лишь несколько минут и тесто готово. Здесь в Англии продаются вот такие специальные формы. До того, как я приобрела вот эту форму для пудингов, я готовила пудинги вот в такой тарелке. Обычная глубокая тарелка. Обязательно смажьте форму изнутри сливочным маслом. Хочу вам дать маленький совет, который я сама получила от моей мамы. Моя мама была профессиональным кондитером, и она мне всегда советовала, что вот эти вот обертки от масла не выбрасывать. И когда мы что-то печем, и нам нужно обмазать форму, вот эта бумага, обертка от масла, нам очень пригодится. Вы видели это. Закончили и выбрасываем теперь эту бумагу. И также я рекомендую вам застелить на дно бумагу для выпекания, чтобы готовый пудинг легче вышел из этой формы. Слегка разровняем поверхность пудинга, не надо много мучиться. И на этом все. Осталось только приготовить его. Сверху накрываем фольгой. Смотрите, я вот так сложила двойным слоем. Нужно обязательно закрепить. Вот у меня такая резинка. Если нет резинки, можете взять веревку и веревочкой хорошенько обвязать. Нам понадобится большая кастрюля. Снизу на дно обязательно положите, если у вас есть вот такая решетка. Если нету, то обычную тарелку снизу вверх дном положите, чтобы пудинг не прикасался к дну кастрюли. Ставим сюда нашу форму с пудинга. Вода должна доходить до середины формы. Накрываем крышкой, включаем газ и ждем, пока вода закипит. Как только вода начнет закипать, опускаем огонь на медленно средний и оставляем на 2 часа готовиться наш пудинг. Если вы заметите, что вода немножечко выпарилась, всегда добавляйте кипяток так, чтобы вода доходила до середины формы нашего пудинга. Прошло 2 часа. Очень аккуратно достаем пудинг из кастрюли, так как это горячая. Откроем и посмотрим теперь. Достать пудинг из формы очень и очень просто. Берем тарелку, накрываем и переворачиваем. Опа! Видели, как просто это делается? Снимаем вот эту бумажечку. На этот пудинг англичане обычно добавляют шоколадный соус, который очень-очень просто готовится. Нам понадобится равное количество шоколада и сливок. Здесь у меня 100 грамм шоколада. Это у меня молочный шоколад. Темный шоколад подойдет даже лучше, чем молочный. Если у вас есть темный, берите темный. И 100 миллилитров сливок. Заливаем сливки в кастрюлю. Дожидаемся, пока сливки хорошо разогреются, но ни в коем случае не доводите до кипения. Как только заметили, что сливки хорошо разогрелись и края начинают закипать, сразу же убираем с огня. Видите, начало закипать, убираем с огня сразу же. Добавляем сюда шоколад и хорошенько размешаем. Когда шоколад полностью растворится в сливках, значит ваш соус готов. Осталось только залить шоколадным соусом наш пудинг. Английский шоколадный пудинг готов.
Спасибо вам за просмотры, подписывайтесь на наш канал и делитесь нашими рецептами со своими друзьями.